Дорогие друзья и гости канала, всем привет, с вами Людмила. Приглашаю вас сегодня на мастер-класс по вязанию вот таких сапожек. Вы просили, чтобы я сделала для вас мастер-класс по вязанию сапожек, которые подойдут на любую полноту ножки и которые будут очень легко и просто вязаться. Вот, пожалуйста, такой мастер-класс. Напоминаю, друзья, что все мастер-классы, видеоматериалы на моем канале для вас абсолютно бесплатные. Поэтому, если сейчас вы еще смотрите это видео, не подписавшись на канал, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. Нажмите на кнопку подписаться, на колокольчик, и вы никогда не пропустите новые видео, которые будут выходить на канале. Ну, а для вас вот такие замечательные сапожки. Нет здесь никаких сложностей в вывязывании узоров. Все очень просто. Сама модель очень простая. Я думаю, что она вам понравится, и вы сможете ее для себя связать на любой размер, на любую полноту ножки. Тут все очень хорошо регулируется. Ну, а мы начинаем. И первое, с чего мы начнем, это, конечно, материалы, инструменты, которые нам нужны будут для вязания этих сапожек. Вот такая у меня подошва. Это на 37 размер. Очень хорошая, такая плотненькая, для сапожек высокая, замечательная. Пробитое отверстие на расстоянии 1 сантиметр. Если у вас на подошве нет отверстий, сделайте их сами через 1 сантиметр. Пряжа Melissa Sweet. Очень красивый цвет, такой прямо небесно-голубой, не совсем точно передает. 14 цвет у меня здесь, это 100% акрил, и на 75 граммов здесь 168 метров. Хорошая пряжа, рекомендованная, крючок рекомендованный 3, но я буду вязать 2,5. Я думаю, что для сапог, чтобы вязка была плотнее, я буду брать 2,5 крючок. Итак, вот несколько нам нужно будет таких маркеров, ножнички, и в принципе все. Начинаем вязать первый ряд, то есть мы сначала обвязываем подошву. Вот здесь у меня центр подошвы. От центра 2, 3, 4, 5, вот 5 отверстий я отступила, то есть это будет 15 петель от центра. И я начинаю обвязывать подошву столбиками без накида по всей окружности, начиная вот с этого места, то есть отступив 15 петель от центра подошвы сзади. В первое отверстие я провязываю 1 столбик без накида. И затем со следующего отверстия в каждое отверстие 3 столбика без накида. Вот 1. В это же отверстие 2 столбик. И в это же отверстие 3 столбик. Вот так 3 столбика без накида. Теперь в следующее отверстие снова 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. И дальше по всей окружности мы провязываем в каждое отверстие 3 столбика без накида. Точно так же. Вот этот конец нити, который мы начали вязание, его нужно ввязать сюда, чтобы он не остался. Не надо их обрезать, эти концы, их всегда нужно прятать в вязание, тогда нигде никогда вязание не будет распускаться. 2, 3 столбик. И продолжаем таким образом вязать по всей окружности. Вот сейчас малюсенький хвостик тут остался, мы его обрежем и доходим до до первого столбика, который мы вот здесь начинали.
Последние 3 столбика провязали, и вот в это первое отверстие довязываем еще 2 столбика. У нас там был 1, теперь провязываем 1, 2 и соединительный столбик в первую петлю в начало ряда. Воздушная петля подъема. Дальше в каждую петельку предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Вяжем снова по кругу. Вот у нас была обвязка подошвы, теперь у нас первый ряд идет, и мы его провязываем весь ряд столбиками без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Количество петель, иногда вы спрашиваете, это зависит от того, какой размер у вас подошвы, потому что вы пробиваете отверстия на расстоянии 1 сантиметр друг от друга, и в каждое отверстие по 3 столбика. Довязываем вот так весь ряд. В конце ряда провязываем последние столбики без накида. Поэтому количество петель по окружности подошвы будет именно таким, сколько у вас отверстий. Соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. И воздушная петля подъема. Воздушная петля подъема. Следующий ряд начинаем снова вязать столбики без накида. В каждую петельку столбик без накида. Провязываем ряд по кругу снова и доходим до конца ряда. Заканчиваем этот ряд. Вот мы провязали обвязку подошвы, сделали и 2 ряда по кругу столбиками без накида по всей окружности подошвы. Последний столбик без накида. И затем в первую петлю этого ряда провязываем соединительный столбик. Вяжу я достаточно туго. Вы видите, так не очень иногда легко заходит крючок, потому что крючок у меня 2,5. Вязание получается тугое, но это сапожки, поэтому обувь вообще вяжется так. Теперь делаем воздушную петлю подъема. И вот от центра у нас было, да, мы отступали вот 15 петель. Теперь в эту сторону отсчитываем тоже 5 отверстий, 15 петель. Намечаем здесь маркером 16-ю петлю. И вот до нее мы будем двигаться. Сейчас мы начинаем вывязывать пятку. И уже по рисунку. Значит, первая у нас была воздушная петля, это столбик. И дальше следующий столбик не в петлю предыдущего ряда, а опускаемся на ряд ниже. Вот такой столбик без накида, но он как бы длинный. Теперь из предыдущего ряда столбик без накида. Теперь из ряда ниже на ряд, со второго ряда от крючка, да, вниз, столбик без накида, с первого ряда от крючка столбик без накида. И вот так их по очереди чередуем. В первый ряд провязали, теперь во второй ряд вниз. Я думаю, здесь хорошо видно, достаточно близко. Снимаю, показываю вам. Теперь в первый ряд, во второй ряд. Довольно простой узор, но вот такой вот узор, он дает возможность пятке быть такой крепкой, укрепленной. Она будет у нас очень плотненькая. Первый ряд, во второй ряд.
Вот так через один. Один длинный столбик, один короткий столбик. Вот из петли предыдущего ряда короткий столбик, теперь на ряд ниже короткий столбик. Вот таким образом провязываем все петли до маркера. Вот хорошо видно, длинные, короткие столбики чередуются. Короткий столбик из петли предыдущего ряда, длинный столбик из петли на ряд ниже. Вертикально, если мы смотрим на ряды, то их хорошо очень видно. Всегда смотрите, чтобы не было лишних столбиков или пропущенных. Всегда смотрите по нижнему второму ряду, видно вертикальный ряд, где у нас следующий столбик. Вот, доходим до маркера. Здесь у нас длинный столбик. Вот последний у нас идет короткий столбик. Все, и дальше уже 16 петля, мы дошли до маркера. Маркер просто снимаем и переставляем на 15 петлю. Вот, мы провязали вот эти вот 30 петель по пяточке. Теперь возвращаем нить в начало ряда на пятки. И вот здесь мы отступаем вперед от первой петли, с которой мы начинали вязать. Вперед отступаем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Пятую петлю ставим крючок и провязываем столбик без накида. Теперь нить, которую мы протянули, придерживаем и вяжем по узору длинный столбик, короткий столбик из петли предыдущего ряда. Длинный столбик из петли на ряд ниже. Короткий столбик. Теперь у нас мы дошли до первой петли предыдущего ряда, был короткий столбик, и теперь здесь мы вяжем над длинным столбиком, мы вяжем короткие, над короткими мы вяжем длинные. Смотрим, вот следующий длинный, над ним вяжем короткий. Тут уже четко видно рисунок. Теперь был короткий столбик, вяжем длинный, опускаясь на ряд ниже. Длинный столбик, над ним короткий из петли предыдущего ряда. И продолжаем так вязать, чередуя эти вот длинные короткие столбики в шахматном порядке. То есть там, где у нас были длинные, вяжем короткие. Там, где были короткие, вяжем длинные. Здесь тоже очень легко, потому что вы увидите, их видно хорошо. И над каждым длинным столбиком провязывается короткий, а над коротким провязывается длинный. У меня на канале очень много видео, где есть такой рисунок, узор, и есть отдельное видео, как вывязывается пяточка, там очень подробно тоже показано. Но я думаю, что вы и здесь понимаете. Вы можете перейти, посмотреть другие какие-то видео. Вот так будем формировать под сапожек такую пяточку, которая будет плавно переходить вперед, в бортик передний, и она будет очень хорошо, правильно огибать ножку. Довязываем вот так последний, тут длинный столбик,
Дальше у нас идет короткий, длинный, над ним короткий. Теперь длинный снова. Затем короткий, это уже последний, короткий. Дальше у нас идет маркер. Мы его снимаем на вот так на крючок, маркер убираем. И теперь следующий столбик провязываем вот так вместе с этими двумя петлями. Берем сразу, так у нас был последний короткий столбик, теперь нам надо опуститься на ряд ниже, захватить вот так нить и вот эти все 3 петли на крючке провязать столбиком без накида. И дальше опять по рисунку короткий, мы должны добавить 5 петель, как с той стороны. Третья длинный. Вот мы добавили длинный, короткий, длинный, снова короткий, 4. И последний столбик у нас длинный, 5, мы добавили с этой стороны. Все, переставляем эту петельку последнюю на маркер. Протягиваем нить в начало ряда и двигаемся вперед к переду опять на 5 петель. От первой петли смотрим, где у нас первая петля была. И дальше отсчитываем вперед 2, 3, 4, 5. И в 5-ю петлю заводим крючок. Все, и продолжаем вязать точно так же по рисунку. Вот здесь мы сразу провязываем столбик без накида. Он считается как короткий. И дальше длинный столбик. Из петли на ряд ниже, короткий из петли предыдущего ряда. У нас получается 4 петли до первой, длинный, короткий, дошли до первой петли, которая у нас была, она была короткая, и под ней над ней вяжем длинный из петли на ряд ниже. Все, и дальше в шахматном порядке опять над длинным короткий, над коротким длинный. Вот мы отступаем вперед 5 петель. Первая у нас всегда столбик без накида, да. И дальше мы берем длинный, короткий, доходим до первой, которая в предыдущем ряду. Это столбик без накида у нас короткий, и мы всегда над ним вяжем длинный. То есть вот так получается в шахматном порядке. 5 петель с этой стороны, 5 петель с той стороны. С той стороны у нас всегда получается, мы заканчиваем длинным столбиком. С этой стороны мы начинаем коротким столбиком. Все, вяжем. Сразу говорю, довязываем вот до этой стороны до маркера. Сразу же скажу вам, что все одинаковые, получается, ножку вяжете левую и правую абсолютно одинаково, точно так же. Вот провязали последний столбик, теперь переносим петлю с маркера на крючок и провязываем следующий длинный столбик вместе с этими петлями. То есть у нас вот получается 3 петли на крючке, и мы провязываем столбик раз, дальше короткий, потом снова длинный, короткий, длинный, третий, короткий, 4 и последняя 5, это у нас опять длинный столбик, на нем мы заканчиваем, переносим эту петлю на маркер. Вот таким образом мы продолжаем. Я думаю, что очень подробно я вам показала. И теперь мы продолжаем вязать вот так вперед, двигаясь на каждом ряду по 5 петель. Вот так вперед отсюда начинаем. Вяжем в шахматном порядке длинные, короткие, чередуем. Доходим до маркера. Провязываем последнюю петлю перед маркером с коротким столбиком, потом снимаем и 5 петель провязываем дальше. Вот таким образом двигаемся почти до начала переда. Вот мы дошли, смотрите уже куда.
Здесь у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. 11 рядов у меня получилось. То есть получается, что я 55 петель по боковой части добавила. Дохожу до конца ряда. Вяжу все по рисунку. Длинные, короткие столбики чередуем, не прекращая. Я пока сейчас буду делать передний бортик тоже этим рисунком. Рисунок не меняем, он простой, несложный. Вот доходим мы до маркера. Здесь у нас последние столбики. Вот короткий столбик последний. Провязали. Снимаем теперь петлю с маркера на крючок. Вяжем дальше по рисунку. Длинный столбик. Вот вместе с этой петлей, которая была на маркере. Короткий. Длинный. Короткий. Длинный. Короткий. Вот здесь вы заметили, что я теперь не переношу эту петлю на маркер. Я продолжаю теперь вязать по переду. Точно так, чередуя длинные, короткие, и по кругу иду дальше и провяжу я сейчас таких 4 ряда. Вот получилось у меня 15 рядов по заднику, и здесь у меня получилось раз, два, три, 4 ряда вот чередованием узора. Один ряд у нас нижний, обвязка. Вот эту нить прячем на изнаночную сторону, и у нас готова основа под сапожки. Все, теперь находим центральную петлю впереди. Вот, и от центральной петли у меня вот тут отметка на подошве. Вот центральная петля, вот. От центральной петли отсчитываем 2, 3, 4. И в пятую петлю вот вводим крючок. И начинаем вязать с пятой петли. Вяжем столбики без накида. Вот это первая, вторая, 3, 4. Конец нити придерживаем, ввязываем сюда под вязание. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь я обрежу вот этот остаток нити, который у меня тут маленький остался. 10. 11 петлю я провязываю соединительным столбиком. Вот так, соединительный столбик. И еще один соединительный столбик дополнительный. Вот так. Разворачиваюсь на изнаночную сторону. И теперь со второй петли от крючка первую петлю не трогаем. Со второй петли начинаю вязать столбики без накида по изнаночному ряду. В каждую петельку со второй петли провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Узор будет очень простой. 7, 8,
9, 10, 'Теперь провязываем вот здесь по боковой части в следующую петлю 1 соединительный столбик, 11 и еще один, 12. Вот так провязали 2 соединительных столбика, и теперь у нас 2 просто ряда из столбиков без накида. Теперь мы будем вязать узором. Вяжем во вторую петлю от крючка столбик без накида, обычный, а теперь опускаемся на ряд ниже и провязываем столбик без накида из петли на ряд ниже, то есть из первого ряда. Почти такой же рисунок, как у нас был, но мы вязали круговыми лицевыми, да, рядами, а теперь мы вяжем лицевые изнаночные, поэтому рисунок будет отличаться. Извините, вот сейчас показываю близко. Вот из петли на ряд ниже, затем из петли предыдущего ряда, то есть мы чередуем тоже длинные короткие столбики без накида, но изнаночный ряд мы будем вязать по изнаночной стороне просто обычными столбиками без накида из петель предыдущего ряда все. А делать чередование будем только по лицевому ряду. По изнаночному ряду никакого чередования, просто будут обычные столбики. Здесь мы до конца ряда проходим, чередуя из петли предыдущего ряда и из петли на ряд ниже столбики. Вот, заканчиваем, провязываем последний столбик. В конце ряда делаем 2 соединительных столбика, вот таким образом, 1, и в следующую петлю 2. Разворачиваемся на изнаночную сторону и изнаночный ряд со второй петли от крючка. У нас 2 соединительных столбика, крючок должен входить во вторую петлю. Со второй петли от крючка вяжем обычные столбики без накида из петель предыдущего ряда. То есть здесь мы не провязываем длинных коротких, мы вяжем все обычными короткими столбиками без накида, весь изнаночный ряд. И вот такой будет узор. По лицевому ряду мы чередуем короткие и длинные столбики, по изнаночному ряду мы вяжем только обычные столбики без накида. В конце каждого ряда мы провязываем 2 соединительных столбика, и лицевой ряд начинаем всегда и изнаночный со второй петли от крючка. Начало ряда со второй петли от крючка, конец ряда 2 соединительных столбика. Вот, доходим до конца, провязываем последний столбик. Здесь немножко туговато, потому что тут соединительные петли и разворот вязания. Но зато, если правильно вы заводите крючок с лицевой стороны, вот так здесь делаете 2 соединительных столбика. Немножко туго в конце будет вязаться, но зато у вас тут не будет отверстий, будет всегда ровное такое вязание. 1 соединительный столбик, 2 соединительный столбик. Разворачиваемся на лицевую сторону. И вот здесь опять мы вяжем чередование, начиная со второй петли от крючка. Вяжем столбики без накида, обычные из петли предыдущего ряда, затем опускаемся на ряд ниже, охватываем 2 ряда, затем опять из петли предыдущего ряда, на ряд ниже. Тут получается, если у нас по заднику мы вязали в шахматном порядке, тут наоборот. Все вот эти длинные столбики получаются друг над другом. И такой получается как бы квадратный узор, но довольно симпатичный,
плотный тоже. Вот таким образом будем вязать весь перед. Здесь ничего не надо изменять. Все время в конце ряда у нас 2 соединительных столбика, начало ряда со второй петли, изнаночные ряды просто столбики без накида, лицевые чередование длинных и коротких столбиков по рисунку. Вот так в конце ряда всегда заканчиваем соединительными столбиками 1, 2, разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем ряд столбиками без накида. Все, вот так двигаемся ряд за рядом. Значит, провязываем изнаночный ряд, потом 2 соединительных столбика, чередуем вот так длинные короткие столбики и 2 соединительных столбика в конце ряда. Все, вяжем вот так наверх. Думаю, вы справитесь самостоятельно. И довязываем, ну, примерно вот до сюда, вот до середины подошвы. Довяжем и посмотрим. Вот всего я провязала 48 рядов, 24 лицевых, 24 изнаночных. Теперь возвращаюсь сразу на лицевой ряд и вяжу просто столбики без накида. И в этом ряду я добавлю 6 дополнительных столбиков для того, чтобы расширить переднюю часть. Через каждые примерно 5 петель, 5 столбиков я буду добавлять петли. То есть в одну петлю, вот в эту же петлю, в шестую, я провяжу еще один столбик без накида. Просто провязываю столбики без накида. Вот в эту же петлю еще один столбик без накида. Дальше опять вяжу 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И снова 2 столбика из одной петли. Провязываю один столбик и из этой же петли еще один столбик. И так провязываю по всему переду. Вот через каждые 5 петель, вот 1, 2, 3, 4, 5, в шестую петлю 2 столбика. 1, 2, 3, 4, 5, в шестую петлю 2 столбика. Снова 5 петель, в шестую петлю 2 столбика. И снова потом 5 петель, в шестую петлю 2 столбика. У меня получается, добавляю я 6 петель по переду. Этого будет достаточно. Я вяжу по кругу вот сюда до этого угла. Столбики без накида. Теперь здесь вот в углу, до угла мы доходим, столбики без накида. Последние пропускаем угловую петлю, делаем накид и вяжем столбики с одним накидом. Дальше вот здесь в каждую петлю вместе с добавленными мы провязываем по одному столбику с одним накидом. И эти столбики с одним накидом мы будем вязать по всей окружности. И довязываем столбики с одним накидом до конца ряда. Вот так по кругу. Заканчиваем ряд. Сейчас провязываю, вот тут одна петля осталась, последний столбик с одним накидом в этом ряду. И дальше перехожу на следующий ряд. Сейчас слетела петля. Столбик с одним накидом. Теперь соединительный столбик, угловую петлю пропустили, и вот в следующую петлю соединительный столбик
Сейчас буду показывать медленно. Начинаем новый ряд. Вяжем воздушную петлю подъема, делаем накид, одну петлю пропускаем, в следующую столбик с одним накидом. Три воздушные петли, одна, вторая, третья. И сюда, в эту же самую петлю, еще один столбик с одним накидом. То есть из этой петли у нас столбик с одним накидом, 3 воздушных петли и столбик с одним накидом. Теперь одну петлю пропускаем, в следующую, во вторую, столбик без накида. Накид, одну петлю пропускаем, в следующую столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и столбик с одним накидом в эту же петлю, сюда же. Одну петлю пропускаем, в следующую столбик без накида. Вот так. У нас столбик без накида, петля пропущенная, из второй 2 столбика с одним накидом и 3 воздушные петли. Снова петлю пропустили, столбик без накида. Петлю пропустили и следующие 2 столбика с одним накидом и 3 воздушных петли. Петлю пропустили, столбик без накида. Повторяем этот узор до конца ряда. Пропускаем петлю во вторую, вот эту вот петлю пропускаем, во вторую столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и сюда же столбик с одним накидом. Одну петлю пропускаем, столбик без накида. Все, вот это мы вяжем по кругу. Столько рядов, сколько надо будет. Доходим до угла, вот в этом ряду, первый ряд. И сейчас мы вяжем тот же самый узор, но с учетом вот этих вот воздушных петель. Вот смотрите, мы довязываем последний, у нас тут одну петлю пропустили, провязали, нам галочку надо сделать, столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и столбик с одним накидом в эту же петлю. Все, ряд у нас закончился. И теперь мы переходим на следующий ряд. Здесь никаких соединений не делаем, а сразу вот под эту цепочку из воздушных петель, под первую вот сюда, вяжем столбик без накида. Вот, под цепочку. Теперь, где у нас был столбик без накида, сюда вяжем такую вот галочку в эту петлю. В одну петлю столбик с одним накидом, три воздушные петли, 1, 2, 3, и в эту же петлю еще один столбик с одним накидом. Теперь у нас следующая арочка из воздушных петель. Сюда столбик без накида. В каждую арочку вот сюда в вершину столбик без накида, а между арочками вот здесь, где у нас столбик без накида был, вяжем такую вот вилку или галочку, как она называется, из столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и столбик с одним накидом из одной петли. Вот столбик с одним накидом, 3 воздушные петли,
И сюда же столбик с одним накидом. Замечательно. Теперь арочка из воздушных петель, сюда столбик без накида. И там, где был столбик без накида, опять в эту петельку вяжем столбик с одним накидом. Вот так вот. Столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и столбик с одним накидом из одной петли. Столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и столбик с одним накидом. Я стараюсь как можно медленнее показывать и близко, я думаю, что вы уже поняли. Дальше под арочку опять столбик без накида, вот сюда, где воздушные петли. Между этими арочками у нас столбик без накида, над ним вяжем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и столбик с одним накидом. Три воздушные петли и еще один столбик с одним накидом из этой же петли. Все, дальше все ряды повторяются. Все то же самое делаем. Над арочкой у нас идет столбик без накида. И продолжаем вязать вот так по кругу на такую высоту голенища, которая нам нужна. Тут никаких убавлений не делаем. Доходим до конца и потом опять вот здесь, где у нас была без накида, тут галочку строим, которая состоит из столбика и 3 воздушных петель. А над самими вот этими арочками вяжем столбик без накида. И так в каждом ряду продолжаем провязывать вот эти вот галочки и столбики без накида. Вяжем по кругу. Высоту определяем сами, какая. Вот я уже тут на середине где-то голенища. Покажу еще раз, как вяжется рисунок. Вот столбик с одним накидом, 3 воздушные петли. И в эту же петельку столбик с одним накидом. Там, где у нас была арка из 3 воздушных петель, над ней вяжем столбик без накида. Между арками, где был столбик без накида, столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и столбик с одним накидом в эту же петлю. Над арочкой столбик без накида. Между столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и столбик с одним накидом в эту же петлю. Над арочкой столбик без накида. Вот таким образом продолжаем вязать голенище. Очень красивый узор, очень хорошо смотрится. Как я только не пробовала разными способами, по более простыми, там без накида столбики, с одним накидом, все не то. С одним накидом рыхлое вязание получается, без накида такой, как кирзовый сапог, грубое. В общем, не понравилось мне. В итоге я вот взяла такой узор, который вот смотрится просто идеально. Мне он нравится, и он несложный. Я не знаю, как для вас, для меня еще очень важно, чтобы вязание было не скучным. Напишите, пожалуйста, как вы предпочитаете вязать, с узорами или какие-то простые просто полотна. Мне узоры очень нравится вязать. Вот так, я думаю, что понятно я объяснила узор, вы разобрались и сможете его связать. Ну, а мы двигаемся дальше, до верха.
Теперь сделаю обвязку поверху и будем заканчивать. Вот сейчас вот в эти вот арочки из 3 воздушных петель я буду провязывать по 6 столбиков с одним накидом. Сделаю наверху веерочки такие. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующую арочку провязываем столбик без накида. Дальше под следующую арочку снова веерок из 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Под следующую арочку снова столбик без накида. И продолжаем так до конца ряда. Под одну арку вяжем 6 столбиков с одним накидом, под следующую столбик без накида. Вяжем до конца ряда такую обвязку. Вот, доходим до конца ряда, обрезаем нить, вытаскиваем ее на изнаночную сторону и там вязание между нитей прячем. Вот такая у нас получилась такой вот голенища у сапожки. Здесь у нас впереди она немножко так морщиниста, потому что мы там добавляли петли. И теперь свяжем такие как бы шлевки поясочки для того, чтобы они стягивали наше голенище. Набираем воздушные петли. Ширина может быть произвольная. Я сделаю на 8 петель. На 8 воздушных петель ширина будет, я думаю, достаточная. Можно сделать широкие, можно сделать поуже. То есть вот как вам понравится, так вы и будете делать. В конце ряда делаем 2 воздушные петли и затем провязываем столбики, полустолбики. То есть делаем накид и провязываем 3 петли вместе, полустолбик. В каждую петелечку провязываем полустолбик. Тут вообще ничего не надо придумывать. Я просто решила, что я сделаю такие 2 ремешка по ширине, такие на 8 петель. Здесь у меня получается на 3,5 где-то сантиметра будет один ремешок. И вот таких 2 ремешка я их пришью к голенищу и посажу на пуговки. Они будут застегиваться, и можно будет на любую полноту ножки в конце ряда 2 воздушные петли, и со второй петли от крючка начинаем вязать полустолбики в обратном порядке. То есть вот такой простой узор. В обе стороны мы вяжем и лицевые, и изнаночные ряды просто полустолбиками в каждую петельку. Все, и вывязываем 2 ремешка. В конце я просто делаю отверстие для пуговки. То есть я провязываю первые 2 столбика, 2 петли полустолбиками, затем делаю 6 воздушных петель и последние тоже 2 петли полустолбиками. И потом дальше опять продолжаю полустолбиками. То есть все очень просто. Я думаю, что с этим вы точно справитесь. Провяжите таких 2 ремешка необходимой длины в зависимости от того, какая у вас полнота ножки. Вы свяжете длину по своему размеру. Вот такие 2 ремешка я провязала. Пришила вот сюда пуговки начала и пришила их просто иглой. Можно крючком привязать, но я иглой пришила, нить в иглу вставила и пришила.
И вот таким образом они застегиваются вокруг голенища. Сзади будет как бы сапожок ровненький по ножке, а впереди немножко собираться будет. Если ножка полненькая, то он будет обхватывать ее довольно хорошо. Вот. Вот такой получается сапожок. Ну и надо, чтобы ремешки вот эти не сползали, потому что будет некрасиво, если при ходьбе они начнут сползать вниз. Поэтому лучше было бы все их закрепить, и я сделаю просто простые шлевочки из воздушных петелек. Вот с этой стороны поставлю их на шлевочки. Это, я думаю, что тоже несложно будет каждому сделать. Они будут продергиваться сквозь них. Вот с внутренней стороны сапога, где-то вот отсюда, я просто сделаю такие шлевочки. Это просто цепочка из воздушных петель. Вот, и пришиваю ее с другой стороны, привязываю. Они будут такие малозаметные, но они будут держать вот эти ремешки, чтобы ремешки не сползали. И ремешки, чтобы не привязывались намертво к голенищу, то есть этого не надо. Вот такие просто цепочка из воздушных петель. Начало и конец нити я с изнаночной стороны заберу на изнаночную сторону и спрячу их там в вязание. Все. И вторую точно так я зафиксирую. Будет аккуратно, красиво, и они не будут ползать по ножке, по голенищу. Вот так. Я думаю, что труда не составит. Вот я сделала уже вторую шлевочку. Сапожек готов. Концы нити я попрятала, поставила стельку. Можете выбрать какую-то утепленную сюда стелечку. Все-таки сапожки для осени или весны. И можно положить даже войлочную стелечку. Вот. Я думаю, что вам они понравились. Мне очень нравится. Вообще необычная такая моделька. Очень симпатично смотрится. Я думаю, что вы справитесь, и вам тоже она понравится. Друзья, если это видео вам понравилось, если вам понравилась моделька, обязательно напишите об этом в комментариях. Мне очень важны ваши отзывы. Не забудьте поставить лайк. Не забудьте подписаться на канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. Хотя я думаю, что вы уже заходили на канал и видели, что там десятки различных моделей. И тапочки, и босоножки, и мокасины, и ботиночки, и сапожки. То есть каждый найдет по своему вкусу все, что ему нравится. Сейчас в конце этого видео вы увидите ссылочку. Я поставлю вам еще пару моделей сапожек. Вы можете на них перейти, и, возможно, вы выберете еще какую-то модель из этих предложенных. Поэтому переходите, смотрите, выбирайте, вяжите. Ровных и красивых вам петелек. До новых встреч!